Всех приветствую на моем канале Путь к себе. Меня зовут Анна, и у нас с вами близится первое затмение в коридоре затмений, который у нас начинается коридор с 25 марта по 8 апреля. И 25 марта будет и полнолуние, и лунное затмение. И давайте мы с вами посмотрим, что же интересного вам принесет этот день, и не только этот день. Мы сделаем отдельное видео на то, что будет в коридор затмений, на что обратить внимание, какие, возможно, будут уроки. Но сегодня давайте посмотрим про конкретно лунное затмение на этот день и сделаем 3 варианта, потому что людей много, и у каждого будут какие-то свои нюансы. Хотелось бы поточнее посмотреть для каждого и, возможно, какие-то подсказки более точные, вам рассказать, и что с этим сделать. И давайте выложим 3 варианта. Что вам принесет лунное затмение 25 марта? Подсказки по энергиям, на что обратить внимание. Тоже давайте 2. И давайте еще посмотрим тему уроков. Возможно, будут какие-то либо уроки, либо что-то там с кармой. Если есть, то есть. Если нет, то отлично. Лучше постелить себе соломки, как говорится, и посмотреть заранее. Как-то подготовиться. Уроки тоже. Все по 2. Все по 2. Сегодня 24-2024 года, поэтому, видимо, все по 2. Так, выбирайте свой вариант. Если не можете выбрать, ставьте на паузу. Можно положить ручку на грудную точку и спросить себя, какой вариант принесет вам больше информации для вас полезный. Соответственно, выбирайте. У меня еще одна колода, которая, возможно, будет в процессе участвовать. Так, это у нас 3-й вариант. Это у нас 2-й. Давайте начнем с 1-го. Что у вас в коридоре затмений? Ой, не в коридоре, а при лунном затмении интересного будет. Так, ух ты, императрица и 5 жезлов. У вас начнется расцвет императричности. Ну-ка, давайте уточним. Ваша императрица наконец-то вас переборола и вышла. Смотрите, вы во всяком случае как минимум решили на нее посмотреть, достали ее из закромов, так скажем, и начали позволять ей проявляться, начали, как сказать, вообще обращать на нее как-то внимание и думать о том, что надо бы вот эту тему
либо подтянуть, либо окунуться и проработать. А если вы мужчина смотрите, то это может быть улучшение вашей самооценки, да. А если женщина, естественно, тоже самооценки, именно вот такой женской какой-то хозяйственности, да. Может, если вы мужчина, стали наконец-то думать о том, в каком окружении вы живете, как выглядит ваш дом. Может, кто-то действительно захотел сделать ремонт. Перестановки тоже могут быть какие-то. А вам это конкретно состояние начало нравиться, и вы действительно начали как-то от этого кайфовать, у вас пройден какой-то урок, когда вот эта ваша хозяйская императрица, она очень долго жила в заперти где-то там, и сейчас вы решили ее выпустить. Либо вы решили, либо вам подсветили, и вы решили, вам помогли. Ну, отлично. То есть с 25 марта начнется ваша, либо продолжится глубже ваша распаковка женских таких очень приятных высоких энергий, скажем так, сильных, точнее, не высоких, сильных. Что ж, какие вам подсказки? Ну, здесь примерно так же. То, что у вас было скрыто, то, что у вас было под колпаком, заморожено, возможно, какая-то чувствительность проснется. И обращайте на это внимание. У нас еще Дагас — это и про высшие силы, про гармонизацию. И здесь может быть о том, что вас прям подведут, да? Возможно, обращайте внимание на какие-то книги, какие-то курсы, да, которые вам подбросят 25-го, какие-то проработки, возможно. То есть то, что вам какие-то подсказки, возможно, будут даваться, чтобы вы могли эффективнее, да, проявить вот эту свою часть, императрицу, чтобы вы встали на свою какую-то судьбу, что-то поменяли в жизни, соединились, так скажем, со своим вот этим внутренним состоянием вот этих сильных женских энергий, ну, сильных каких, не мужских именно, да, а вот сильных женских энергий. Ну, для мужчин это тоже очень нужные энергии, почему нет? Мы и то у нас есть, просто в разных ипостасях. Только мужская энергия — это вот тоже не очень хорошо, и только женская тоже, ну, как нехорошо. Каждому свое, конечно, но в баланс он всегда, как говорится, баланс. И, соответственно, вам подсветят, как это сделать, вам станет легче это проявлять, какие-то новые осознания, понимания придут, как вообще что изменить. Ну, отлично. Что у нас по урокам? Сейчас, секундочку, посмотрим, что у нас здесь. А здесь вы перестанете, я бы еще одну карту вытянула, вы здесь перестанете обращать внимание и руководствоваться, так скажем, окружающим миром, и нырнете во внутренний мир. Ну, это, в принципе, вот как раз-таки про императрицу очень сильно резонирует. То есть вы начнете прежде всего опираться на свои какие-то внутренние решения, отклики внутренние, на вашу интуицию. То есть все, что было наносное, оно как-то перестанет над вами давлеть. Так, здесь что у нас? Это нам нужно будет сделать или это уже сделано? Ну, как минимум, вам вот эта карта говорит о том, что нужно
начать наблюдать за собой, за своими состояниями, за своими чувствами, мыслями и начать их притворять, либо понимать, либо принимать. В общем, их, ой, кто у нас там, сбалансировать. Так, деньги выпали. Начать их ценить, да, понять, что у вас внутри очень много, во-первых, ответов, очень много эмоций и чувств, которые дают вам силу. И это вы можете использовать в своей жизни. Прежде всего для того, чтобы понять, куда вам идти, что вам делать, что вам не делать, что вам откликается, что не откликается. И здесь говорят как раз-таки о том, что многие ответы внутри вас. Ну, например, вам подсветили какой-то курс, либо вам пришла рассылка о том, что в фитнес-клубе рядом с вашим домом там скидка 50% на полгода, вот только сегодня, только сейчас, и вы сидите и думаете, ну я же, как всегда, куплю, не пойду, да ну нафиг, как бы, да, вот так, если простым языком. И сидите и целый день про эту скидку думаете, и вот вам прям как-то и приглянулось, и хочется, и вы мимо этого спортзала ходите, например, каждый день, а тут вы прошли и заглянули в окна, например, вам очень понравилось, как выглядит этот фитнес-клуб. Зайдите, посмотрите и поймете, вам откликается, телу откликается вот это все пространство или нет. Если прям откликается, то, возможно, есть смысл попробовать. А может быть, наоборот, вы что-то очень долго думали сделать, но при этом вам тело не откликается, да, то есть тело говорит о том, что я не хочу, вот, ну, не хочу вообще, это не мое, но у вас какие-то там, например, свои выгоды, например, на этой работе там платить будут больше, там, или еще что-то, вот вроде как я хотел или хотела поехать куда-то, и мне вот предлагают, а тело прям совсем сопротивляется, не хочет, возможно, есть смысл к этому тоже прислушаться. А мы с вами переходим к второму варианту. Буду благодарна за вашу обратную связь. Итак, второй вариант. Что у вас здесь с лунным затмением? Ух ты! А вам какие-то знания пойдут? Вы, кстати говоря, можете получить нужные вам ответы на нужные вам вопросы, которые вы задавались путем, например, медитации в этот день, сесть и задать эти вопросы. Либо здесь вы можете заказать какой-то сон себе, да, проговорив, чтобы вам дали информацию, которую вы поймете. И здесь еще вам будет хорошо именно 25-го сделать какую-то практику заземления. Ну, например, вот есть такая, что садитесь в медитацию и представляете, как вы корни из первой чакры, из ног, корнями вырастаете в землю, например, да. Потом начинаете дышать, можно поднять энергию земли, ресурсы себе какие-то получить, и эти корни затягиваете обратно. Вот. И также здесь еще может быть какие-то плодотворные идеи, еще какое-то плодотворное сотрудничество с вашими коллегами, либо с семьей, либо друзьями. Какую-то идею можете придумать хорошую в этот день. Что вам эта идея даст? Четверка кубков. Здесь какая-то идея с долгоидущими планами, либо это какая-то идея по поводу... Куда-то надо будет ехать не в очень близкое
место, скажем так. Это, возможно, даже может быть другой город, другая страна. И чем вам эта идея закончится? Справедливость. И туз пентаклей. У вас может быть какой-то шанс, причем вот сколько вы сделаете, сколько вложите, как продумаете, настолько классный шанс вы и получите. То есть здесь по справедливости прям вам очень прикольную идею могут подсветить с очень хорошими последствиями. Причем идея может быть какая-то творческая, совершенно новая, я бы даже сказала, какая-то новаторская. И если вы не постесняетесь, не побоитесь превратить ее в жизнь, тогда у вас будет очень классный новый шанс вам прям будет нравиться, будет энергию давать. И, в общем-то, можете отыскать, так скажем, какие-то новые сокровища. Это у нас что, про деньги? Ну, да, вам может это какую-то прибыль, либо прибыль принести, либо, знаете, какое-то изобилие, ну, например, тот же самый нетворк, да, который в будущем вам даст какие-то плюшки приятные. Здесь десятка земли, да, и очень прям вот изобильно вам эта идея может, как сказать, отозваться в будущем. Отлично. Так, что еще? Какие-то энергии, подсказки? Ну, вы здесь явно куда-то двинетесь либо в новое, либо можете, кстати, сменить работу, можете, ну, либо задумаетесь сменить работу. То есть у вас здесь начнется какой-то новый этап в чем-то, и причем вас прям будет, так скажем, нести, да, иногда не будете понимать куда, но если вы решитесь вот, последовать вашим каким-то новым идеям, новым задумкам, то вполне вас может вывести туда, куда нужно вам. Давайте посмотрим, что у нас там по урокам. Да, у вас здесь постепенное развитие, прогресс, взаимодействие с другими людьми, причем взаимодействие хорошее. На это опирайтесь. Это будет постоянное, изобильное взаимодействие, взаимовыгодное вот с другими людьми. Так что вот такой новый опыт вам может принести 25 марта. Я вас благодарю за просмотр. Пишите ваши резонансы. Очень интересно, насколько у вас проигрывается этот расклад. А мы с вами посмотрим третий вариант. Что у вас здесь на лунное затмение? Королева мечей и восьмерка мечей. Давайте уточним. Вы тут какие-то отказульки. Не хотите брать какой-то шанс. И при этом вы очень сильно держитесь за прошлое, за какие-то свои прошлые установки. Вам уже новое предлагают, вы как-то не соглашаетесь, у вас есть некоторые какие-то запреты, что, возможно, нельзя это делать, это как-то невозможно. Вы можете сомневаться постоянно, делать, не делать. Хотя, заметьте, глаза-то закрыты, а и ключ, и ножницы, чтобы вот выйти из этой запутанной ситуации, у вас как бы рядышком лежат. Поэтому есть смысл немножко с другого угла посмотреть на ситуацию, особенно те, которые будут у вас возникать 25 марта,
ну и вообще, в принципе, в коридор затмений. И при этом попробовать найти какие-то новые ключи. А здесь вашим союзником будет спокойствие, изобилие, да, когда мы, например, боимся, что у нас там такой классной работы больше не будет, хотя вы, например, уже переросли эту работу, вы и по финансам, и по опыту, то есть вы можете намного круче, намного больше, но вы до сих пор держитесь за старое место и отказываетесь от каких-то новых шансов. Да, здесь нужно вот посмотреть разумно, без каких-либо страхов, именно в состоянии изобилия, что вам ваше все равно дадут, что здесь есть некоторый настрой, что лучше не будет. Ну как, точнее, вы боитесь того, что то, что вы сейчас имеете, вот у вас хорошо, стабильно, и если вы что-то поменяете, то может быть хуже. Вот есть такой настрой. И его нужно уже пора убирать. Если вы не уберете, вам уберут, скажем так, и вам этот сук, на котором вы сидите, подрежут, то есть вас вынудят. То есть сейчас вам дают такую подсказку, что от чего-то уже пора отказываться, и это вполне по справедливости, то есть вы уже наработали. Вам пора обновляться, а вы все сидите на одном месте. Так, чего это у нас касается? Какой сферы? Ну, это скорее будет работа. Сфера работы, изобилие, да, что я больше не получу, что вот не знаю, где искать. А вокруг вас возможностей на самом деле очень много, вам их подсвечивают, вам их эти идеи проталкивают, но вы почему-то от них отказываетесь. Ну как почему? Вот я сказала про убеждения, которые могут вам мешать. Здесь нужно тотальное такое принятие, не то чтобы вот как идет, так идет, а веру в то, что мне мир, он даст самое, вот так скажем, то, что мне нужно будет, да, то, что мне полезно будет. И если у вас уже начались какие-то шатания в теме того, что пора как бы работу менять, там, ну, например, вам подсвечивали, что вам там премию какую-то не дали, например, хотя вы, в принципе, хорошо работаете, или отказали в каком-то повышении, либо не взяли вас на какую-то выставку, либо вы вообще поняли, что вам там скучно и вообще вам хочется каких-то новых эмоций, а вы туда ходите, и у вас вот этот ваш огонь внутренний, он как-то не зажигается, вам скучно, все надоело, одно и то же, рутина, то есть здесь вам неплохо на работе, но вот есть некоторая скука и как день сурка, вот такое вот состояние, и, соответственно, вы как бы движетесь никуда, то есть ни туда и ни сюда, ни хуже, ни лучше. И вот вам подсвечивают то, что вы можете лучше, но, видимо, в другом месте, в другом отделе, возможно, в другом филиале, такие тоже возможно. Есть смысл рассмотреть возможности такие. Да, вы как по магу хочу, могу и делаю, и вполне вы можете получить девятку пентаклей, да, очень изобильное состояние, причем с какими-то плюшками от мира, либо от компании новой, поэтому пора делать выбор, Ту жизнь, на которую вы только смотрите, да, следите с другими людьми, ну, например, какие-то там блогеры, либо вообще, в принципе, знакомые, друзья, и вы понимаете, что да, я бы вот хотела бы так же, но что-то я не знаю как, не знаю куда. Вы можете бояться, потому что вам не подсвечивают полный путь, да, вам дают там, например, только
там, знакомый какой-нибудь позвонил: слушай, мы вот ищем такого-то человека нам на работу, хочешь попробовать, у тебя получится. А вы считаете, что не получится, а потом, например, что там эта должность другая, либо то, что там чуть меньше платят, хотя там ближе к дому, но, например, если вы посмотрите на перспективу, там может быть очень быстрый какой-то карьерный рост, либо какие-то новые возможности, которые дадут вам намного больше, чем вы имеете сейчас. Интересно, перевернулись у нас Лагус и Феху. По деньгам вы вот пропускаете меньше, чем могли бы. Здесь прям очень все четко и просто. Вы могли бы больше. Сейчас у вас поток денежный меньше, чем вы можете. Если вам интересно почистить ваш поток, пожалуйста, у меня есть записи отливки. Все напишите мне в WhatsApp, я вам скину подробности. Отливки на расширение денежного канала, как раз возможности какие-то подсветятся, лишние люди уберутся, привязки к присоскам уберутся, которые из вас тянут энергию, которые, возможно, вам не... Как раз когда из вас энергию тянут, да, у вас не хватает ее на то, чтобы сделать рывок в новое. Вы как раз-таки находитесь в этом стабильном состоянии, и чтобы что-то новое взять, попробовать, нужен больше объем энергии. И вот когда эти присоски убираем, и, соответственно, у вас энергии становится больше, и у вас есть больше, так скажем, силы для того, чтобы эти возможности взять. Посмотрим, давайте по карме, что у вас по карме. Баланс брать, давать. Здесь о том, что вы также можете больше пересмотрите, сколько вы получаете, сколько вкладываете, да, на том месте, которое у вас есть в данный момент. Сейчас я бы еще одну карту выложила. И тогда вы станете, так скажем, ближе к тем возможностям, которые вам подсвечивают. То есть вы, когда честно посмотрите на вашу ситуацию сейчас, взвесите все за и против, все плюсы и минусы, все, что вы получаете и что отдаете, вы поймете, что, в общем-то, пора двигаться, вам это поможет. Конкретного прям какого-то ужасного урока не вижу. Вам здесь именно о том, что пора расширяться, пора двигаться в новое, и вы уже можете это конкретно сделать, но вы сидите все на одном месте. Ну, здесь примерно то же самое у нас выходит. Одно и то же не буду рассказывать. Вы уже вот действительно всему, чему могли на том месте, где вы сейчас, вы уже научились. Вам прям конкретно советуют во что-то новое. Вот я вас благодарю за ваше внимание, за то, что досмотрели до конца. Кто-то смотрит все 3 варианта, знаю таких. Пишите, пожалуйста, насколько вам резонирует расклад. Мне всегда очень приятно понимать, что та аудитория, которая сюда заходит, это действительно те люди, которые получают информацию. И такой пусть будет энергообмен у нас с вами. Да? Я вам информацию, а вы мне обратную связь. Кто-то мне присылает донаты, благодарю вас. Спасибо, мне очень приятно, и я могу ходить на кофе в приятные места благодаря вам. Я вам приятная, вы мне приятная. Отлично. Все, всем пока-пока. До новых раскладов. Ждите, будет про магию расклад. Очень прикольный, очень такой, как сказать, наполненный глубокой энергией.
И мы с вами еще посмотрим про коридор затмений и, соответственно, солнечное затмение, которое будет 8 апреля. Все, всем пока-пока.